Друзья, всем привет! Канал Young Fisher снова на связи. В сегодняшнем видео я расскажу вам топ интересных фактов о щуке. По просьбе одного из подписчиков из комментариев под прошлым видео, сегодняшнее будет посвящено именно этой рыбе. Напишите в комментарии, про какую рыбу мне сделать следующий топ, и возможно именно ты окажешься в следующем ролике. Ну а мы будем начинать. Всем приятного просмотра. Я думаю, что нет такого человека в мире, который мог бы не знать такую рыбу под названием щука. Щука – самая известная и популярная пресноводная рыба-хищница. Возможно, эта рыба настолько популярна из-за одного созвучного слова с названием этой рыбы. Размеры и внешний вид. Щука – рыба семейства щуковых, распространена в пресноводных водах Евразии. Щука может достигать 2 метров в длину и до 35 кг веса. Ведет исключительно хищный образ жизни. Имеет ярко выраженную торпедообразную форму. Остроконечная голова и узкая пасть обеспечивают большое давление на единицу площади челюстей при захвате добычи, а острые зубы говорят, что перед нами одна из самых ярких представительниц мира хищников. Щука имеет серо-зеленый окрас с наличием темных пятен. Тело хищницы покрыто мелкой чешуей, однако окраска тела щуки очень переменчива и зависит от окружающей среды. Брюхо более светлое, чем спина и хвост. Анальный и спинной плавники смещены в сторону хвоста, что позволяет щуке делать очень быстрые броски и в первые же секунды атаки преодолевать расстояние в несколько длин своего тела. Плавники на теле щуки расположены так, чтобы она могла совершать молниеносные броски в воде. От броска щуки редко ускользает добыча, она почти не промахивается. Рот большой, занимает половину длины головы, при этом нижняя челюсть выдвинута вперед и соединяется с черепом на уровне задней вертикали глаза. Верхняя челюсть заходит за передний край глаза. У щуки многочисленные сильные зубы. Из-за особенностей строения черепа и высокого расположения глаз щука способна осматривать окружающую среду не только сверху, но и сбоку, а также видеть объекты, находящиеся под ней. Однако из-за широко открытой пасти угол обзора ниже рыбы значительно сужается, что мешает ей видеть цели поблизости, находящиеся ниже нее. Рыбаки, зная об этом свойстве, стараются не опускать приманку на дно. У щуки отлично развит слух, из-за чего она может охотиться в мутной воде, воспринимая даже минимальные колебания воды на большом расстоянии. Места обитания и образ жизни. Щука прячется в неглубоких или стоячих водах, у берега, среди зарослей. Она ведет оседлую жизнь в озерах, реках и прудах. В реках щука встречается как у берега, так и на большой глубине. Она предпочитает обитать в устьях рек, впадающих в крупные водоемы. Щука предпочитает обитать в водоемах с высоким содержанием кислорода. Рыба может выдерживать недостаток кислорода и даже встречается в болотистых местах. Щука старается избегать быстрых и каменистых рек. В засаде остается неподвижной, а затем резко и быстро нападает на свою добычу. Обычно плывущая за добычей щука не оставляет шансов выжить. Уникальной особенностью является способность выпрыгивать из воды в воздух и способность глотания добычи с головы. Щука – оседлая рыба, охотится из своих излюбленных мест, редко выходя на мели и места с быстрым течением. И только во время нереста может покинуть их. Жор у щуки происходит 3-4 раза в год, самый сильный осенью, в сентябре-октябре. Этот период трудно назвать точно, все зависит от погоды. Во время жора она теряет осторожность и бросается на все, что посчитает своей добычей. Питание щуки. Ведущая исключительно хищный образ жизни, молодая щука вначале питается зоопланктоном, а по достижении длины 4 см переходит на рацион молодых рыб, в основном карповых и окуневых. Взрослая особь щуки питается преимущественно массовыми видами рыб, такими как плотва или окунь. Щука является довольно-таки агрессивным и прожорливым хищником. Ее кормовой базой служит более мелкая рыба. Кроме того, этому хищнику свойственен каннибализм. Нередко крупные особи поедают более мелких представителей этого вида. Кроме рыбы, щука питается земляными червями, мелкой водоплавающей птицей, мышами и другими грызунами, а иногда проглатывает и несъедобные вещи. Время активной охоты и кормежки у щуки наступает утром и под вечер, а днем и ночью почти всегда спит. Этот хищник нападает на животных, достигающих 1/3 от его собственных размеров. При нападении щука ориентируется при помощи зрения и боковой линии, органы которой развиты не только на средней линии тела, но и на голове.
размножение и продолжительность жизни. Период нереста щуки определяется географическим положением водоема. Рыба нерестится при температуре воды плюс 3, плюс 7 градусов Цельсия, сразу после таяния льда, у берегов на глубине пол или 1 метр. В период нереста щуки выходят на поверхность воды и шумно плещутся. Обычно сначала на место приходит самая мелкая щука. Щука в это время обычно организовывается группами. 2-4 самца около одной самки, а вблизи крупных самок количество самцов может достигать до 8. Самцы всегда меньше самок по размеру. Иногда щука ведет нерест вдвоем, при этом крупный самец энергично прогоняет более слабых соперников при поддержке самки. Самка плывет впереди, а самцы следуют за ней, отставая на расстоянии почти в половину длины ее тела. Они прижимаются боком к самке или стараются быть прямо над ее спиной. Во время нереста спинные плавники и некоторая часть спины рыбы постоянно видны из воды. Щука трется о кусты, пни, стебли рогоза и другие предметы. Ловля щуки. Выбор места ловли щуки происходит от мест, где она чаще всего обитает. Это могут быть под коряжниками, на сильно заросших травой участках, под кустистой растительностью, возле обрывов с неровным донным рельефом, возле затопленных деревьев. Этим местам следует отдать предпочтение для ловли. Здесь рыба находится во время отдыха и охоты. Где ловить щуку летом? В период постнерестовой активности ранним летом, в июне, хищник рассредотачивается по всей площади водоема, отдавая предпочтение излюбленным для засады местам. Травинки водятся на мелководье в зарослях, коряжниках или камнях. Глубинная щука встречается в прирусловых ямах, возле глубоко размещенных объектов или гидросооружений. В июле из-за жары зубастая ищет места с обогащенной кислородом прохладной водой. Более успешный для рыбалки поздний август. Рыба занимает свои излюбленные места. Охотиться на нее можно и на мелководье. Где ловить щуку осенью? Наиболее эффективным для рыбалки периодом считается ранняя осень. В сентябре хищник обосновывается на бровках. В октябре картина особо не меняется, если не считать повышенную бдительность хищника. С наступлением ноября добыча зубастой бестии вместе с ней самой меняет свое место обитания и перемещается ближе ко дну. Опытные рыбаки знают, как и где ловить щуку поздней осенью и ищут добычу в русловых ямах. Где ловить щуку зимой? В декабре ранней зимой хищник ловится хорошо. Рыба с мелководья перемещается на глубину. По мнению опытных рыбаков, январь считается мертвым месяцем, а поэтому, чтобы поймать добычу, нужно приложить определенные усилия, меняя методы и места ловли на глубине нескольких метров. Поздней зимой и в феврале щука мигрирует к берегу. Этот период наиболее благоприятный для рыбалки на хищника в морозный сезон. Где ловить щуку весной? Ранней весной, в марте, щука обитает в хорошо обогащенных кислородом местах, которыми являются проталины в чистых водоемах. В апреле рыба ищет себе укрытие, которым может стать коряга или заросли на мелководье. Поздней весной и в мае следует искать места, где вода будет чистой и отстоянной. Это может быть залив. В зависимости от месяца выбирать придется разные участки для ловли. Рыбалка будет эффективной в пасмурный день, рано утром или на закате. Пресноводного волка ловят как традиционными пассивными методами, так и более современными, активными. Для этого используют живца и искусственные приманки. Про выбор лучшего живца для ловли щуки я рассказывал в своем другом видео, ссылка вылезет справа вверху в подсказке. А сейчас перейдем к топу интересных фактов про эту очень интересную рыбу. Первый факт. Ровесник динозавров. Щука очень древняя рыба. Хотя очень древняя, это мягко сказано. За последние десятилетия учеными было найдено множество окаменелостей разнообразных обитателей водоемов, а возраст самого старого экземпляра щуки оценивают в более чем 60 миллионов лет. Самое интересное, что за такой долгий срок щука почти не изменилась. Современные особи очень похожи на древнейшие, то есть вид пережил ледниковый период практически без изменений. Скорее всего, дело в особенностях среды обитания щуки, которая исторически предпочитает холодные воды. Можно даже предположить, что самые древние виды щук застали последних динозавров. По оценкам ученых, они как раз исчезли около 65 миллионов лет назад.
Второй факт. Щука очень крупная рыба, но отдельные особи могут достигать поистине огромных размеров. Согласно списку фактов, самая тяжелая щука, когда-либо зарегистрированная, была поймана в 1497 году и имела длину 5,7 метра и вес 140 килограмм. Этот рекорд остается непревзойденным на протяжении многих веков. Факт под номером 3. Щука не всегда атакует из засады. Иногда она выгоняет жертву на мель, так как в таком месте ей не придется рыскать за добычей вверх и вниз, а только влево и вправо. Также частенько поступает судак или окунь. Именно поэтому, особенно ранним утром, на песчаных мелких участках иногда наблюдается бой щуки. Причем на глубинах, по которым зубастая сама едва еле пролазит. Четвертый факт. Щука очень мощная рыба, именно на ускорение. Как горная форель или лосось, она может запрыгивать с разгона против струи на небольшие водопадики и пороги. Идя весной на нерест, щука может переходить места с 2-3 сантиметровой глубиной, извиваясь как змея с торчащей из воды верхней частью тела. Пятый факт. Расцветка конкретной щуки – вещь непостоянная. При изменении условий среды и освещенности окрас меняется. Постепенно, за несколько дней, как у хамелеона, только медленнее. Факт под номером 6. Следует учитывать, что щука прячется от солнечных лучей. Например, при ловле в солнечную погоду забросы должны быть сделаны с учетом того, что наибольший шанс поклевки будет из тени. Седьмой факт. Летом, когда приближается гроза, пик клёва щуки иногда достигает своего пика, а при начале дождя клёв полностью прекращается. Зимой, наоборот, можно отметить активизацию щуки с началом пушистого снега. Пожалуй, нет в мире ни одной другой рыбы, о которой было бы сложено столько сказок, поговорок, басен, приказок и легенд. И в этом нет ничего удивительного. Щука – одна из самых известных пресноводных хищных рыб. На этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, вы смогли узнать что-нибудь новое об этом популярном хищнике. Поделитесь в комментариях своим мнением об этой рыбе и напишите вес самой большой щуки, которую вам удавалось когда-либо ловить. Спасибо всем за просмотр. Поддержите это видео лайками, подписками на канал и комментариями. Я желаю вам всем удачи и до новых встреч. Всем пока-пока.